Есть. Карпыш. О! Ребята, всем привет! Приехал сегодня порыбачить на новую локацию. Водоем большой, он такой вытянутый, длинный. Где-то, наверное, километра полтора в длину. Хочу поискать здесь леня, карпа или сазана, не знаю, амур тут вроде бы еще говорили, был когда-то. Взял с собой удочки с боковым кивком, опарыша, вареный горох, кукуруза, все как обычно. Буду плавать по кувшинкам, озеро заросшее практически полностью кувшинкой. Искать ройки или там, где шевелится кувшинка или камыш. Опускать буду туда наживку и пробовать поймать. Не знаю у кого еще. Там посмотрим, в ходе рыбалки. Так, качаю лодку, выплываем и дальше по ходу дела буду все показывать и рассказывать. Делаем, друзья, все очень быстро, потому что ой, сейчас, наверное, градусов 22 примерно, вот так вот, а к обеду обещают до 35. И порыбачить у нас времени буквально часика 4, не больше, потому что потом просто невозможно будет находиться на водоеме, особенно в лодке посреди водоема. И снасти. Весла, чуть не забыл. Отлично. Фу. Водоем очень красивый, весь поросший кувшинкой. Все, везде все в кувшинках. Водоем берет свое начало вот с того самого дальнего леса. В той стороне похож больше на реку. И извиваясь, идет вот в ту сторону. Кувшинка практически везде, кроме того места, где идет русло. Плыву в самое начало и оттуда потихоньку, по чуть-чуть буду спускаться вниз по течению и искать ройки. Где искать в это время рыбу? А где? В кувшинках, конечно же. В окнах, которые находятся в кувшинках.
вот там вот и будет. И линь, и карп, и сазан. Пока плыву, обращаю внимание вот на кувшинки, которые у меня с правой стороны. Роек пока не вижу. Я еще немного не доплыл, но хочу заранее достать снасти, показать вам, сразу подготовиться, чтобы быть ко всему готовым. А то сейчас подплыву туда, в начало водоема, а там уже ройки. Я пока все разложу, будет поздно. Взял с собой 2 удочки на боковой кивок. Одна Colt Dragon 5,7 метра, тест 120 грамм, шнур 0,35 и мормышка второй номер. И запасная у меня удочка это Феникс. Это уже палочка пожестче, еще пожестче, 150 грамм, тоже длина 5,70, но она такая толще, массивней, шнур тоже 0,35, мормышка второй номер. Но это у меня как запасной вариант. Вдруг тут такие драконы будут клевать, которые могут все поломать мне. Проверяем сразу шнур на наличие узлов, потертостей. Если такие есть, то мормышку обязательно перевязываем сразу же, иначе будет поздно. Может, кому-то интересно будет, как я привязываю крючки, мормышки. Ну, я пользуюсь одним узлом. Просовываю шнур с середины, делаю вот такую вот петельку. Делаете петлю и концом шнура делаете вокруг крючка и петли штук 6 оборотов. И потом кончик шнура продеваете в эту же петлю и затягиваете. Самый надежный узел. Проверено не один раз уже. О, есть. Обрезаем лишнее. Обрезаем лишнее. Я вот оставляю вот такой кончик и потом зажигалкой подплавляю его. Начну сегодня рыбачить на опарыша. Надеюсь, может, на линя попаду. Посмотрим. Начну с опарыша, а там будет видно. Так как у меня второй номер крючка, я опарышей буду одевать, наверное, штук 10 как минимум. Нанизаю на крючок их и покажу вам, что из этого получится. Вот. Вот такая красота. Я тут рыбачил как-то на хищника в этих местах года 3 или 4 назад. Давно. Очень давно. Вот эта часть водоема без кувшинки, это и есть русло. Так оно извивается и пошло туда дальше. На русле, естественно, карп, линь или сазан кормиться не будет, а будет кормиться вот в кувшинках, которые возле русла. Ну сколько проплыл я уже, и видел только одну ройку, и то издалека. И рыбка нигде не прыгает пока. Никак себя не проявляет. Только слышно, как чмокает в кувшинке. Ну ничего страшного. Поплаваем, поищем. Кувшинка очень густая. И приходится долго всматриваться. Искать пузыри. Тут вот прямо видно. Когда-то, может, полчаса назад рылся какой-то рыб.
Может карп, может линь. Но новые не появляются пузырики. Ох и ройка здоровая, ох и большая ройка. Ох и большущая. Угу. Не хоче. Фух, вот это борьба была. Ну, все-таки я его поймал. Да, это сазанчик. Длинный, сильный. По силе не сравнить с карпом, конечно. Раза в 2 сильнее. Клюнул на пучок опарыша. Опарыша постоянно я меняю. Вот такой пучок. Крючок большой. Если крючок поменьше, то и опарышей можно поменьше. Опустил в ройку, буквально сразу поклевка. В кувшинках, конечно, еще и сазана достать, это большая проблема. Боролся, конечно, сазанчик знатно. Я, если честно, думал, он мне и удочку сломает. Ух, и упирается. Не знаю, как засняла камера поклевку. Но саму поклевку вроде бы засняла камера основная, экшн камера, на которую я снимаю. И потом она резко отключается, и не проверил заряд аккумулятора, отключилась. И пришлось всю остальную часть вываживания, как я его доставал, снимать на телефон. Ладно, продолжаем дальше рыбачить. Ну-ка, смотрите, какая ройка впереди. Ничего себе. А ну-ка. Мелко совсем. Это кабан. Сошел. Вот это коняра клюнул. Килограмм 15 точно был сазан, может быть и карп, не знаю, но так сопротивлялся, спасла его кувшинка этого карпа или сазана. Я думал, и удочка сломается. Не смог его поднять на поверхность воды. Я его просто не смог поднять на поверхность воды. Вот это давил. Да так давил, это ужас. Но, слава богу, мормышка, шнур все выдержала. Зашел глубоко в кувшинки и отцепился. Пятнашка точно. Я на 10 доставал карпа. Это даже не сравнить с 10-килограммовым. Там 15 точно было. Я даже его не увидел. Такое ощущение, как будто
Водолаза за ногу зацепил. Ох и пёр, как танк. Да, вот это здесь, конечно, рыбины. Первый раз здесь рыбачу, и мне уже нравится. Вон ройка, смотрите, прямо. Сейчас мы ему под нос. Как раз. Пока роется. Давай, давай. Опа. Сошел, ё-моё. Так, такой. Смотрите, какие пузыри пошли. Смотрите, ройка где? Как раз возле лодки, возле меня. Сейчас попробуем его тут. Попробуйте уговорить на поклевочку. Ну давай, гляньте, как пузыри идут. Ух ты, ух ты. Ушел, наверное. Решил проверить такую заводюху тут впереди меня. Есть! Карпуша! Ого! Ого! Лодку тянет. Только не в камыш. Ого, кабанище. Это кабан. Кабаняра. Десятка 100%. Ух ты. Опача. Давай, дорогой, сюда. Давай, давай. Ага. Камыш пошел. Елки-палки. Елки-палки. Ага. Сейчас мы его достанем. Не, дорогой. Он стоит. Иди ты там. Сюда давай. Не-не-не. Я тебя достану все равно. Сейчас. Вот это экшен. Запрыгивай давай. Все. Так, ребята. Сейчас поднимем. Вот она. Свиноматка. Фу. Хотел от меня удрать. Сейчас покажу вам его, друзья. Этого бойца. Это сазан 100%. Смотрите, какой здоровенный сазанище. Это сазанчик. Вот это сазанчики здесь ловятся. Ого. Длинный, сильный. Ну, в камыш он, конечно, круто пошел. Прям стрелой. Сколько он перед этим воздуха уже наглотался. И все равно, буквально 5 секунд прошло, оклемался и сразу в камыш. Я думал, сойдет уже все.
Но, слава богу, нормальный крючок, нормальный шнур. И сазанчика кое-как я в подсак загнал. Клюнул на пучок опарыша. Так, сейчас положу сазана в карповый мешок. Где-то недалеко привяжу, опущу его в воду, пускай плавает. И буду дальше рыбачить. Взвешу в конце рыбалки рыбу. Смотрите, зверек какую рыбу тащит, карася какого. Ничего себе. Вот это карася схватила, конечно. Вон поперла. На полкилограмма карась. Плавать приходится очень много. От одних кувшинок к другим. Искать сазанчика. Кстати, сазан роется не везде. А ну-ка. Роется рядом совсем. А если мы вот так? Смотрите, куда он перешел. Вот где он роется. Вот где ты? Вот где ты? Хорошо. Ну давай, клюй уже. Чуть-чуть пригибает кивок. Цепляет шнур плавниками, но не клюет. Ну вот вам простой пример. Опустил в ройку, он там прям цепляет этот шнур, крутится вокруг опарыша, пучка опарыша, а брать ни в какую. Держал, наверное, минуты 2. Да, хоть бы хны. Даже если вы увидели ройку, опустили туда наживку и не спугнули рыбу, это еще ни о чем не говорит. Он может просто посмотреть на вашу наживку и поплыть дальше. Тучки ушли, появилось солнышко, и роек вообще не вижу пока. И вот сколько плавал я, и в ту сторону по водоему плавал, и вот туда в конец водоема. Но ройки видел только здесь, в основном. Вот под тем берегом ни одной ройки не видел. Сколько проплывал, туда-обратно, вообще глухо. А роется сазан весь вот с левой стороны, от русла. 10 часов утра, а дышать уже нечем. Намочил кепку, сам облился водою. Моментально высох, буквально за 2 минуты. Все, как только припекло солнце, и рыба попряталась вся. Достану сазанчиков, взвешу и буду выплывать на берег. Я вот, видите, как его за камыш завязал.
Так, где вы тут? Ага, куда уплыли? Тихо, тихо. Тихо, ребятки. Опа. Ой. Так. Мы тебя сначала в пакет. Килограммы поднимаем. 5 килограмм 100 грамм. И второй поболее будет. Тихо, тихо. По нулям. Опа. О. 6, ребята. 6, всего лишь 6. А сопротивлялся как 10-килограммовый. Поклевок было у меня, я даже сбился со счета сколько. Много холостых, так как кувшинка густая. И при подсечке он сразу уходит в сторону, цепляет за кувшинку и получается сход. Один сазанчик сошел, конечно, я его даже поднять не смог. Ставьте, ребята, лайки. Пишите обязательно комментарии, не забывайте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока.